На севере птицы немногословны и реки малолюдны. Можно идти много часов, встречаясь взглядом только с рыбацкими да сенокосными избами, и слыша лишь плеск собственных весел, шум ветра да изредка журчание воды, падающей в реку из холодного ручья. Ручей должен быть по-настоящему холодным. Ты чувствуешь босой ногой даже через дно байдарки. Вода должна быть чистой, в Пинниге она коричневатая, и тогда пробуешь ее из кружки, которая специально для этого лежит в кармане Пушинки слева от Никона. Если вкусная, наполняешь свободные емкости и напоследок выпиваешь еще кружку из ручья. После родниковой воды горло на переходе не пересыхает. Хорошие родники начались только на 4-й день, когда река уже стала заметно шире, и когда в магазине деревни Осяткино не оказалось негазированной воды. «Из колодца наберите», — посоветовала продавщица, — «а мы и из реки пьем». С тех пор встречал их часто до устья Суры. Не той Суры, по которой в июле ходил, а той, на которой Иоанн Кронштадтский родился. Может, они и были, да так широка стала Пиннига, что оказаться в нужный момент у нужного берега мудрено. Но Сура еще далеко, Пиннига после недавних дождей течет высоко и быстро, и каждый поворот открывает новое. Часовые переходы так наполнены впечатлениями, мыслями и воспоминаниями, что пролетают быстрее обычного. Когда-то обсуждали «Маленького принца», и мой 5-летний сын ответил на вопрос, чем дети отличаются от взрослых, мудро и лаконично. Дети умеют ценить простые вещи. Может быть, это только одна из причин. Может быть, я хожу в походы, чтобы по-детски обрадоваться своей малости на огромном и полном подарков празднике природы. Я помню о труде преодоления, но подарки остаются подарками, а не платой за труд. Неразумно обидеться за серое небо. Под серым грести комфортнее, солнце не жарит. Никон говорит, что освещение интересное. Пушинка ровно скользит по реке, а я обижаюсь. Потом отвлекаюсь на загадку об утренних клочках пены на воде, потом снова прошу красивого неба. Долгожданная стоянка. Я ее нашел. Я поднял грузы байдарку на высокий берег. По правилам нужно теперь ставить палатку. А я сижу в своем кресле-качалке, наслаждаюсь отдыхом и, раз уж так повезло, любуюсь видом. Сказочно хороша Пиннига. И как же приятно бездельничать. Потом все-таки ставлю палатку, готовлю ужин, съедаю целый котелок риса с грибами и тушенкой и снова сажусь в кресло наблюдать за сменой света и цвета. Читаю «Жив человек» Честертона, и мысли его оказываются в полном согласии с моими. В северной тишине возникает звук мотора. Из-за поворота реки показывается резиновая лодка. Мне было хорошо в одиночестве, но и появление людей приятно. Пенежанин показывает реку гостям. Замечают палатку. Когда приближаются, я машу им рукой, и ответные взмахи гостей взлетают с такой же мгновенной радостной готовностью, как у алатырских девчушек. Обычно мы с Никоном отводим кадр от вмешательства людей в природу. На Пинниге было иначе. Пенежане дружат со своей рекой, и река хороша с ними. А лодки у них длинные, стремительные и кажутся настолько валкими, что я и ступить бы в такую не решился, а они гребут стоя. Но чаще ходят на моторах, и стоят эти моторы, как головы драконов на скандинавских дракарах, только на корме. А двери одиноких речных изб обычно запираются так или припираются доской. Я не раз останавливался рядом с ними и вслушивался в характер отсутствующего хозяина.
И слышал. Там очень тихо. Эти бабочки сопровождали нас с Пушинкой по всему маршруту. Однажды перед полуднем предложили фотосессию на песчаной косе, и мы с Никоном не отказались, конечно. Они называются траурницы. До Второй мировой войны их было очень много в Европе, а после войны почти исчезли. Если доведется сходить с внуком по Пиниге, будут ли там траурницы? После фотосессии Пинига текла все шире и шире. В какой-то момент в голове возникла фраза «она уже никогда не будет прежней». Надеюсь, это о том, что в одну и ту же реку невозможно войти дважды. Ну да, в прошлый раз многое было другим. Но дородная продавщица в поселке Северный меня вспомнила, и зеленое золото Пиниги ожидало меня в том же месте и в тот же час, где и когда я не сумел сфотографировать его. Наверное, просто не надо торопиться в профессионалы. Ильинская церковь построена в 1697 году. Не знаю, осталось ли хоть одно незамененное бревно с того года, но церковь кажется мне подлинной. Вот у нас все ткани обновляются каждые 7 лет, а мы, если не умираем, меняемся, но остаемся. Она, кажется, не умерла. Церкви появились ниже Суры, когда ручьи пропали. Уж не знаю, красноармейцы пожгли выше или не было их там никогда. Если пойду по Пиниге еще раз, буду спрашивать. Люди должны помнить. А я должен был отснять галерею пенежан. Не сложилось. Только первый снимок сделал в селе Кушкопала. Очень надо еще раз войти в эту реку. Чтобы еще раз войти в реку, надо из нее выйти. И мне пора выходить. Слишком широка стала Пинига. Красиво, но неуютно. В следующий раз финишируем выше. А сейчас надо найти последнюю стоянку. Карта говорит, что это маловероятно. Но на карте и Никольской церкви нет, а она есть. Утратив 5 из 6 своих глав, она живее Ильинской. Впрочем, она на 3 года моложе. И уж тем более нет на карте избы, сошедшего на берег речника. Там спасательный круг на стене. Очень хорошая была стоянка. Одна из лучших. Умеет прощаться Пиника.